Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Наша задача всем бросовым тканям дать вторую жизнь. Пересматриваем кусочки, образцы мебельной ткани. Сразу говорю, что самый лучший способ удалить следы клея – это ножницы. Выкраиваем детали насколько возможно крупнее, а у мелких кусочков немного закругляем один край. Первым делом пристроим всю мелочевку. В качестве основы возьмем кусок плотной ткани. В центр поместим красивую серединку. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Тогда готовое изделие получается красивое, ровное и аккуратное, не идет волной. Работу начинаем с центра. Потихоньку закрываем его, обшиваем мелкими кусочками. Сегодня маленькая основа, с ней легче работать, крутить под иглой швейной машинки. Можно спокойно, не торопясь, нашить несколько таких заготовок. Советую сразу, как только появился этот мусор, его пристраивать, а не ждать, пока накопится очень много этих обрезков. Пусть уж лучше лежат такие готовые полуфабрикаты. Когда вся основа заполнена, надо промерить и подровнять края, отрезать лишнее. Заготовки получились толстенькие и плотные.
Для коврика самое то. А теперь главная интрига. Как же их соединить вместе в одно полотно? Нам на помощь придут бейки, прямые полоски ткани. Для лицевой стороны шириной 5 см, для обратной ширина бейки 3 см. Объясняю работу с бейками. Широкую бейку складываем вдоль пополам, приставляя ее к лицевой стороне детали, а с обратной стороны прикладываем узкую бейку и на швейной машинке прошиваем всю конструкцию одним швом. Смотрите, вот так выглядит это соединение. На следующем шаге мы разворачиваем нижнюю бейку и присоединяем к ней следующую заготовку. Когда мы развернем отшитую гирлянду, то с изнаночной стороны все чисто и аккуратно, а с лицевой стороны припуски на швы ложатся ровно в стык. Мы их аккуратно закроем двойной бейкой, и получается очень крепкое и надежное соединение. Точно так же мы сделаем и все остальные соединения. Вот так, легко, просто и красиво мы все заготовки объединили в большое полотно. Остается только обработать край бейкой. Коврик у нас получился замечательный, плотный, тяжелый и простеганный. Шили мы его постепенно, собирали потихоньку из маленьких деталей. С обратной стороны он тоже выглядит очень интересно, ведь основой наших заготовок были большие куски мебельной ткани. У нас будут еще такие отходы, и размер коврика можно увеличить. В общем, девочки, вы понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. А чтобы не потеряться на просторах интернета, подписывайтесь ко мне на все мои каналы, на все мои группы и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Ютубе, и в Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!